Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Есть в этом мире, несмотря ни на какие глобальные потрясения, что-то стабильное, устойчивое, без сумбурных, неожиданных провокаций и непредсказуемых событий. В фэшн-индустрии таковым можно назвать дом Hermès. На неделе моды в Париже бренд представил коллекцию «Осень-зима 2024-2025», тема которой звучит как «Симфония элегантности и стойкости». В эпоху, когда мода колеблется между ностальгией и авангардом, то проваливаясь в далекое ретро, то устремляясь в фантазийное будущее, Hermès выступает надежным маяком безупречного мастерства, качества, функциональности, собственного стиля, часто аккуратно смешивая классику и спорт. Вот и сегодня в качестве основных источников вдохновения креативный директор выбрала верховую езду и мотоциклы. На вопрос, откуда возникла такая мысль, Надежда Ванет-Цибульский ответила: «Сама я больше езжу на велосипеде, потому что так безопасней. А вот идея коллекции заключается как раз в том, чтобы перейти от традиционного стиля к резкому и бунтарскому». Главная героиня бренда, со слов дизайнера, обычная городская женщина, которая движется по безвозвратно изменившемуся миру. И неважно, что она выберет – мотоцикл или лошадь, эта девушка-горожанка смело продолжит свое путешествие, даже невзирая на испортившуюся погоду. Возможно, поэтому для шоу Hermès был выбран столь неожиданный сет-дизайн модной локации. Модели выходили на серый цвета мокрого асфальта подиум, похожий на ночную улицу с металлическими решетками по всей длине. Во время показа вдруг хлынул почти настоящий дождь. Такой поворот был связан, как оказалось, не только с созданием соответствующей атмосферы на презентации, но и с возможностью лишний раз продемонстрировать высокое качество кожаных материалов, которым теперь после определенных инноваций в производстве и сильный ливень не страшен. Что осенний порой бывает так важно. Да еще с учетом немалой стоимости нарядов Hermès, где цена некоторых бывает на уровне Харлея. Когда-то дом Hermès завоевал модный рынок легендарными сумками, а нынче славится не меньшим арсеналом модной одежды, выполненной из различных видов кожи. От гладкой телячьей до овечьей, а также из прочных водоотталкивающих тканей и широким выбором трикотажных изделий. Но самое главное, любой из представленных стильных образов не для подиума, а для реальной жизни, что, согласитесь, друзья, немаловажно. Бренд не участвует в бесконечной гонке трендов. Он создает фасоны вне времени, использует дорогостоящие материалы и уделяет большое внимание качеству, чтобы вещь служила годами. Одежду Hermès отличает безупречный крой, правильные архитектурные формы и линии. В ней нет ничего показушного с блеском гламурных пайеток. Все продумано до мелочей. С легкой руки Надежды Ванет-Цибульский гардероб на холодный сезон оказался тем единым полюсом, где сошлись вместе два не всегда дружественных понятия – красота и функциональность, женское очарование и спорт. Отсылкой к байкерской теме и верховой езде можно назвать не только кожаные брюки и куртки, но и обувь на толстой грубой подошве, объединившая по сути байкерские ботинки и жокейские сапоги. Сюда же добавим плотные рельефные фактуры леггинсы и короткие спортивные бомберы, куртки, жакеты и топы с отделкой металлическими заклепками, брючные комбинезоны и обувь в ковбойском стиле. Цветовая палитра коллекции вполне характерна для осени и зимы, и, что очень традиционно для марки Hermès, значительное количество монохромных луков. А если это определенные цветовые комбинации в многослойных образах, то без явного контраста в близкой по тону гамме. Взяв старт с насыщенного винного цвета бургунди, модный показ лишь ненадолго полыхнет огненно-красным, возвращаясь далее к бордовому, шоколадному хаки. Ближе к финалу на подиум выйдут модели в теплом сливочно-желтом и мягком молочном, а завершится шоу довольно обширным блоком нарядов в черном. На мой взгляд, у бренда Hermès под руководством Надежды Ванет-Цибульский отлично получается угадать, что именно нужно женщинам сегодня, завтра, да и всегда. Мне коллекция понравилась. А ваше мнение, мои дорогие зрители, я с интересом жду в комментариях. Надеюсь на поставленный пальчик вверх и подписку на канал. Всем приятного просмотра, здоровья и красоты, хорошего дня и позитивного, солнечного настроения!